Алеха, что вас вдохновило на создание нового направления в абстракционизме, которое вы называете абсурдизмом? А, это вы очень сильно спросили. Естественно, я, не являюсь основателем абсурдизма. Другое дело, в абстракционизме. Другое дело, что, я понимаю его, немножко по-другому. А, э, Абсурдизм, он возник, наверное, близко, в абстракционизме как попытка отразить, ну, абсурд этого мира, который по Камю, не имеет смысла. Все, что происходит, э, это, достаточно, э, абсурдно, и, задача человека по Камю, э, найти этот смысл, преодолеть, э, скажем, отсутствие смысла жизни, а в отличие от нигилизма, который, собственно, находится, в состоянии, я считаю, упадническом, который считает, что его и не надо искать, потому что его нет. Ищи, не ищи. Но, э, был такой Тертуллиан на рубеже 3-4 века, который говорил, ну, эти слова приписывают ему, по крайней мере, эм, "Верую, потому что абсурдно". То есть, как бы отсутствие смысла, э, в этой жизни земной, э, позволяет и заставляет людей, м, искать этот смысл за пределами, земной жизни. Вот. И это является источником для, э, не упаднических настроений, а напротив, для укрепления духа, э, для выхода за пределы, своих возможностей и поиска человечеством своего пути в вечной жизни. Поэтому, а, абсурдизм, собственно, э, э, я думаю, можно воспринимать двояко. Первый, вариант, который, м, близок к негативизму какому-то, нигилизму. Все плохо, и у людей опускаются руки. Вот, что, кстати, очень важно в нынешнее время, потому что, м, и сейчас все, что происходит в нашей жизни, а, особенно остро это, ощущается, э, ну, как бы парадоксально, какая-то нелепица. Вот если оценивать какие-то события, даже вот недавние, например, э, произошедшие, с так называемой пандемией, вот, когда, э, 80% людей одели маски. И, я наблюдал такую картину, когда человек приходит, в какую-нибудь кафешку "Муму", и, э, одно из требований — нужно прийти и взять, еду, в маске. Он берет эту еду, садится потому что вирусы страшные. Садится за стол, маску снимает и начинает кушать. Ну и правильно, у маски не очень удобно есть. А что это как не абсурд? То есть если есть вирус, он, настигнет человека где угодно. Э, ну, мало того, что маска сама не спасает. Вот. Это вполне такая себе, абсурдная ситуация. Если вдуматься, она, даже, комичная какая-то. Вот. Но, люди, этого не осознают. Большинство, скажем так, или, добрая половина. Вот. И, если оценивать как бы, какие-то события, ну,
индивидуальной жизни каждого человека, он может найти в истории своей жизни очень много вот подобных каких-то случаев, когда он переоценивает э, какие-то случаи своей жизни и понимает, как это было глупо, неужели это я мог сделать. Вот. И это тоже абсурд в жизни индивидуальной. Вот. А что значит абсурдизм в искусстве? Вот как бы вы это объяснили людям, которые мало знакомы Ну, с вашим очень творчеством? секунду, я закончу вот просто ответ на вопрос, который вы задали. Э, И как бы переосмысление абсурдизма, ну, я отвечаю на второй уже вопрос, э, переосмысливая абсурдизм как направление в живописи, э, я его как бы немножко подрихтовал под понимание того, что ам, абсурд, доведенный до своего предела, перестает быть абсурдом. То есть я как бы в своих работах э, абсурд усиливаю. И э, в результате, работы отражают реальность этого мира, абсурдную реальность. Поэтому я бы свое, ну, наверное, не направление, а течение в абсурдизме назвал э, э, абсурдистский реализм. Потому что абсурдные картины, они отражают абсурдную реальность нашу, и в этом смысле они являются реалистическими. Другое, что они выглядят абсурдно, абстрактно, но они отражают как бы ту реальность, которая есть, отражают ее реально. Тавтология такая, ну, вот как бы вот этот момент очень важен, что в моем понимании а, абсурдизм, неоабсурдизм, я его назвал, он является формой реализма в абстракционизме. Ну, как-то так. Так, теперь к процессу создания вернемся. Можете рассказать о своем творческом процессе? Как развиваются ваши идеи в произведениях искусства? А, ну, если чисто технически, я делаю зарисовки, эскизы в альбоме карандашом. Вот, при этом я стараюсь как бы ну, максимально сконцентрироваться на том, что я делаю, и отпустить свое воображение, мышление. Ну вот. То есть те образы, которые возникают, они должны сами появиться. То есть это такая форма считывания неких смыслов, которые лежат на поверхности. Э, и иногда появляются какие-то образы, которые сразу вырисовываются, видно, что вот появилась человеческая фигура, причем какая-то необычная, интересная. И через какой-то момент этот образ, э, этот образ становится, ну, как бы для меня понятным, как это может выглядеть на холсте, что это можно уже переносить, это интересно, и он несет какой-то смысл еще и или, скажем так, эм, посыл. Посыл, ну, в глобальном смысле человечеству, или посыл по какой-то конкретной ситуации, к какому-то человеку. То есть как бы этот образ несет в себе закодированный какой-то смысл, так как абсурдизм, он позволяет изображать многоплановую реальность, а, и показывать, что этот мир такой неоднозначный, а сложный.
И я эти смыслы пытаюсь, ну, как бы проявить. То есть, в работе может быть, вот, например, как в работе кардинал, сразу несколько смыслов закодировано. И или вот, например, вот эта работа. А, Первоначальное название, этой работы было "Карапуз". Я этого малыша, срисовал, в вагоне поезда. В купе напротив меня, сидела мамаша с ребенком. Он был такой забавный, лет 6 ему. Нет, он был в 1 классе, лет 7, наверное, уже. И он такой был интересный. И что-то я ухватил и его нарисовал. А потом, когда я, его переносил на холст, я его, дорабатывал. И это является как бы техникой моей работы, потому что, вот, есть такой художник Стас Наделяев, мы с ним говорили о творчестве, как он пишет, например. И он мне говорил, что, а, он создает образ, эскиз, а дальше он его не меняет. Вот как он задумал, он его строго делает, все. То есть как он задумал, там никаких, шаг в сторону, шаг вправо-влево — расстрел. А у меня наоборот, напротив. Э, я легко могу как бы отойти от первоначального образа, хотя в общем и целом он сохраняется, но в какие-то моменты могут усиливаться, какие-то, появляться новые фигуры на фоне. Вот рука здесь задумывалась как бы вот такая, а потом через какое-то я время вижу, что здесь есть, очень сильный жест с этой рукой, э, если она будет идти вот так. И она просто сама вырисовала здесь. И, как бы этот жест говорит: "Нет". Такой он мощный жест. Это получается очень мощный посыл. Если бы эта работа была, м, выполнена в таком реалистическом каком-то ключе, это было бы не так действенно. А здесь какой-то тролль вылез из леса, там, из болота, и как бы вот некая сущность, она, заявила некую позицию. Это становится более действенно, что ли. И через такие работы мы, можем, ну, как бы менять смыслы, какие-то коды, нашей жизни, нашего бытия. Ну, не знаю, насколько понятно. Да. Мгм. Ну вот следующий вопрос как раз о том, какие чувства и мысли вы хотите передать зрителям через ваши работы. Ну, частично, я уже сказал об этом, да, что, м, в данном случае, об эмоциях еще добавлю, об эмоциях, что, э, работа, настолько захватывает, когда я представляю, когда она делается, вот по цвету, поиск идет, вот, и ты находишься в этом состоянии, как бы в таком, ну, радости какой-то. То есть, и вот эта радость, этот позитив, он передается через картину, потому что, обычно получаются очень живые работы. Вот, то есть это такие не сухие, не негативные, а вот, м, э, они интересные и позитивные. Кстати, мордашка здесь, она, как бы не очень приятная, но, когда картина не заработана на это, когда она будет сделана, но этот смысл позитивный, он уже присутствует здесь, в этой работе. Вот, потому что этот, тролль, он несет, там, или гномик, он несет позитивные смыслы в этот мир. Вот, поэтому, ну, наверное, э, чувство радости, оно, является от создаваемого, э, ну,
продукта, скажем. Оно захватывает, и вот дальше оно ведет. Ну, это в эмоциональном смысле, эмоциональном плане. Всё. Так, теперь как же вы реагируете на критику и на другие мнения о ваших работах? Это вас вдохновляет или тревожит? Как там сказал, Александр Сергеевич? Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. Вот. А, но, ну, по поводу равнодушия, наверное, нет. Если критика конструктивная, м, она принимается, естественно, я учитываю. Иначе, м, ну, не было бы возможности учиться. Вот. Хотя, ну, чисто по-человечески, естественно, мне больше нравится, ну, поддержка, позитивная, оценка и понимание, когда это конструктивно. А когда идет просто, ну, как бы оценка, исходя из каких-то стереотипов, я это вижу, э, обычно это не конструктивно, ну, это не принимается обычно. Почему вам кажется, что именно абсурд играет важную роль в современном искусстве? Как вы видите его влияние на общество? Ну, в принципе, говорили об этом уже в начале, но, может быть, еще что-то. Ну, вот в моем случае, а, это, реалистический абсурд или неореализм в абстракционизме, да. А, он позволяет в наш сложный век увидеть, век тупика, я бы сказал, увидеть, некие нестандартные, пути, решения серьезных проблем, которые назрели над человечеством, э, и, возможно, находить ответы. Поэтому я думаю, что вот это направление, оно как раз, его не надо отбрасывать, вот, потому что оно позволяет включить дополнительные ресурсы человечества, наработанные, они же почему-то существуют там не одну сотню лет, эти возможности. Это, ну, как, специфика, творческого мышления, один из, ресурсов творческого мышления. Поэтому это позволяет, ну, как бы нам развиваться, э, и выживать человечеству. Вот как-то так. Вы активно делитесь своим творчеством. Но как вы относитесь к идее признания и успеха? Считаете ли вы это важным для вашего пути как художника? Но активно делюсь, да. Ну, галерея, создана для себя, любимого, и для своих друзей, чтобы мы могли туда приходить, смотреть, радоваться. И я вижу по реакции, что это действительно так. Вот. Как говорил мой, и говорит мой друг, людям нравится. Но можно сказать, что вот ваше творчество уже признано, и вы имеете успех? Или еще рано об этом говорить? Но, иногда бывает вот, картины художника, э, признаются как бы, быстро достаточно, да? Вот, а бывает, что, должно пройти, там сотня, другая лет, когда картины. Тут все очень индивидуально, и я думаю, э, большая доля случая, наверное. Кому как повезет. Вот. Ну, ну, наверное, да, наверное, признание для художника, для любого было бы приятно. Вот, это означает, что какие-то картины он мог бы, скажем, выставлять где-то, продавать, и на что-то жить. Вот, то есть в этом смысле это важно, да. Есть ли у вас мечта,
как ваше творчество будет восприниматься будущими поколениями? Мечта. Вот сплю и вижу, все ахают и охают, и говорят: "Ух ты, как это парадоксально и абсурдно! Это же надо было, э, такое придумать". Вот, так как, я пишу мало и только в хорошем настроении, вот, за моими картинами будут, ну, прямо объявлена охота. Вот как-то так. Но это, конечно, шутка, но, в доле шутки есть, немножко, юмора. Э, Ваша работа явно играет важную роль в вашей жизни. Какое место занимает искусство в вашем личном пути? Но так как, я по первому своему образованию, психолог, психотерапевт и работал с реалиями субъективной семантики. Вот. И, в принципе, эти работы задумывались как пространство для арт-терапии. Картины, действуют благотворно. Э, Галерея называется "Место сборки". Я об этом говорил. Человек приходит к нам сюда разобранный, находится какое-то время, даже просто смотря на эти работы, там посидит, попьет чай, кофе и уходит собранный. Вот. Ну, в эмоциональном плане точно, потому что работы, они, заставляют забыть, э, какие-то неприятности, которые были. Человек погружается вот в эту красоту, в это пространство. Вот, но они, психоделические. Я говорил, в первом своем интервью об этом, и, они задумывались, еще, ну, небольшую тайну я открою, я не буду уточнять, что именно, на что они работают, но они развивают сверхспособности человека. Как бы они задумывались еще изначально как для развития сверхспособностей. Каких, не будем уточнять. Это для моих любимых пациентов и желающих как-то сделать, себя, лучше, кто идет по пути самосовершенствования.